Друзья, всем привет! Если вы хотите профессионально научиться массажу, получить сертификат, переходите на мой сайт курса массажа Ольги Бугановой и получайте, забыла фамилию свою, не договорила, Ольги Бугановой, и проходите онлайн обучение и получайте сертификаты. Я буду всегда вас поддерживать в обучении, отвечать на ваши вопросы, буду всегда с вами рядом, как поддержка. Ну и достаточно в обучении онлайн все очень досконально объяснено. Что-то сегодня путаюсь. Я, в общем, объясняю досконально все, поэтому вопросов не возникает, редко возникают вопросы. И также вы можете прийти на очное обучение, тоже научиться массажу, и как подготовка к очному обучению вы получаете в подарок онлайн обучение. Так что вот такая вот выгода получается при очном обучении. Ну а сегодня я покажу, как-то поделюсь опытом. Вспомнила сейчас вот перед съемками, что я часто хожу на массажи, и бывают какие-то вот неприятные ощущения я получаю во время массажа. Мастеру могу говорить об этом обязательно, но если мастер не понимает, как вообще делать, и не слышит, и тогда очень сложно. Приходится мне, как клиенту, оставаться в этих неприятных ощущениях. Вот сегодня хочу поговорить про растяжку. Да? Такое, знаете, вытяжение бывает, когда мастер берет руку или ногу, или голову и тянет вот тебя в сторону. И сейчас покажу вот некоторые моменты, которые не очень так как-то понравились мне. Ну и тоже я считаю, что это как ошибка некая. Если есть боль в пояснице и гиперлордоз, то есть прогиб в пояснице достаточно сильный, и какие-то есть проблемы, например, боли или нету боли, все равно просто есть гиперлордоз. Нельзя тянуть за носок. То есть бывает так, что мастер берет и вот тянет вот так вот за носок. То есть и здесь непонятно, что происходит. Тогда поясница, то есть гиперлордоз, он усиливается, и боль в пояснице может тоже усиливаться. Чтобы разгрузить поясницу, не нужно тянуть за носок. Нужно взять за пятку и пальцами не впиваться в клиента. Здесь важно зафиксировать клиента ладошкой. Тоже бывает такая ошибка, что мастер берет вот со всей силы вот куда-то сюда, вот в ахилл впивается пальцами и тянет вот за это место. А пятка сама провисает. И это тоже очень неприятное ощущение. Да? Неприятное ощущение, когда это начинает все еще соскальзывать. То есть мастер тянет и начинает соскальзывать. Это все, и еще вот на себя он старается, как будто вот не хватает сил, тоже неприятное ощущение. Вот это вот такие ошибки. Мне как клиенту они не очень нравятся, но вот так бывает. И что здесь я рекомендую? Зафиксироваться, да, если потому что сейчас масло, чтобы не было скольжения, зафиксироваться. Здесь я упрусь в кушетку ногой, мне так будет удобнее. Потому что, чтобы не скользить, пол скользкий. Вот так вот пятку захватываю и сжимаю ее вот этой частью и пальчиками. Упор на большой палец и на указательный я почти не делаю. То есть вот такое. Здесь все свободно. Здесь тоже указательный палец с этой стороны достаточно, то есть он свободен. В основном я вот этой частью фиксирую. И не высоко, а где пятка, прям вот круглая пятка, я ее чувствую, зафиксировала. Все-таки через полотенце будет лучше. И тяну на себя. Вот такое вот. Тяну медленно, медленно. Как ощущение, Катерин? Чувствую, что что-то тянется? Тяну, тяну, тяну. И очень медленно начинаю отпускать. Ни в коем случае не с рывками. То есть не нужно делать так вот. Давай, тянись, тянись. Тянись. То есть вот такого не нужно делать, потому что это резкие движения. И если что-то как-то в пояснице, да, какие-то есть проблемы, это не очень будет хорошо откликаться. Что еще хотела сказать, что об этом я уже говорила в некоторых роликах. Если вы хотите посильнее потянуть, здесь важно фиксацию. Прям упирайся, поставить фиксацию и уже тоже так же захватить пятку и потянуть.
Как ощущение, лучше тянется с фиксацией или нет? Или так же? Ну, так лучше. Ой-ой-ой, вот сейчас я соскользнула. То есть, когда есть фиксация, ощущение, что как будто лучше, да, вытяжение? Ну вот я просто повисла на пятке и медленно-медленно выхожу. Так вот лучше всего растяжка. Получается, тоже руки. Бывает такой момент, что тоже вот мастер там в конце или в начале, бывает, что вот здесь вот, да, фиксация происходит. И тоже очень некомфортно, больно. Впиваются пальцами. И вот этой частью лучше не фиксироваться. Фиксироваться вот этой частью. Вот здесь вот фиксироваться, помягче где. Кончиком пальца не фиксироваться. Вот в этой части, не выше, нигде запястье. И также вот можно зафиксироваться и сделать шаг. И не руками это все тянуть, а вот телом. Потянуть телом. Здесь тоже руки в масле и, конечно, не очень комфортно. Можно полотенце использовать, но я вот вижу салфетки одноразовые. Одноразовые салфетки. Так, да, либо через полотенце, либо без масла. То есть фиксируюсь так. И вот что я делаю? Сейчас вес на правой ноге у меня. И я начинаю свой вес смещать на левую ногу. Вот на левую ногу вес сместила. И повисла медленно так. У меня бедро левое напряжено, ягодица напряжена. И медленно-медленно возвращаюсь. Почему я приседаю? Для того, чтобы под определенным углом правильно вытягивать руку. Не стоять вот так вот вверх ее не тянуть, а именно чтобы она имела такое физиологичное положение. И в этом положении я уже тяну. Здесь лопатка вниз опускается. Так это лучезапястный сустав растягивается. Локтевой. Так медленно, медленно отпускаю. Не больно вот где рука? Ну и тоже такое движение, которое не раз показывала. Мне оно нравится тоже. Можно просто смещать, да, ребра, ну просто вот как-то вот толкать от себя. Так просто находить ребра, вот так тут смещать их. Да, вот так тоже мягко. И подождать какое-то время. Но все это должно делаться медленно. Тоже бывает ошибка, когда это все быстро. То есть этому нужно уделить время. Не 5 минут точно, а хотя бы минут 15, если вы, ну, то есть в планах сделать растяжку, потянуть клиента, то хотя бы минут 15. Можно тоже вот зафиксировать ребра. Не поднимайся. Я так от себя. Вот косточка у нас идет. И вот тоже, где кость, можно немножко так отвести и вот сюда упереться. Здесь хорошо видно. То есть чуть-чуть кожу оттягиваем. Да, вот такой момент. Оттягиваем немножко кожу, а потом как-то надавливаем. И потом уходим вперед и не давим сильно. Ну, как бы начинаем давить. И потом только тогда, когда я зафиксировалась, понимаю, где мне надавливать, тогда я только начинаю уже смещать. Ну, вот здесь тоже не очень удобно. Все-таки я салфетку положу. Масло я чувствую. Масло все, конечно. Ну-ка, в другую сторону попробую. Здесь под ребра также ухожу, смещаю кожу, возвращаюсь, чуть-чуть надавливаю и потом уже сильнее. Не больно? Нет. И медленно возвращаюсь.
Ну и тоже все это я делаю весом. Я переношу вес с одной ноги на другую. И вот медленно возвращаюсь. Вот такие простые приемы для того, чтобы начать массаж с таких приемов. Вот, или закончить массаж такими приемами. Можно и начать, и закончить. Так что, друзья, оставайтесь с нами. Переходите на мой сайт курсы массажа Ольги Бугановой. Приобретайте онлайн обучение и растягивайтесь. Пока.